«Не, вряд ли мы туда попадем», – грустно рассуждали мы накануне, взвешивая все за и против. «Все пути замурованы, а стена вокруг слишком высока. Никаких вспомогательных средств у нас нет. Его взял под опеку город, а вокруг дома соседей. Придется забыть и ехать дальше. Но он так красив, самый красивый из заброшенных театров, какие есть». Конечно, забавно, как в этом диалоге это нелогичное и неразумное «он красивый» смогло перевесить множество таких логичных и разумных аргументов против. Мы решили дать ему шанс. Давайте еще раз придем к нему рано утром и посмотрим. Привет, друзья! С вами Вадим и проект про заброшенные места Follow the Ghost. Сегодня мы пойдем с вами смотреть заброшенный театр в Италии, в который очень сложно попасть. Мы долго думали, идти туда или нет, и мы решили попробовать. Мы путешествуем в Италии с нашим другом Лео. Кстати, он довольно интересный человек, и про него и его семью мы сняли видео на нашем канале. Посмотрите его, пожалуйста. К театру мы приехали вечером и ходили вокруг, думая, как лучше туда попасть. С первого взгляда он казался неприступным. Со стороны городской улицы это было точно невозможно. Мы не можем здесь зайти, к сожалению. Наверное, можем залезть через бар, с железного бара, но это будет сложно тоже. Тут окно закрыто. Ну, может быть, получится подойти к нему сзади. Мы решили вернуться сюда рано утром, когда были сумерки, и попробовать попасть, где высокая стена с другой стороны. Мы надеялись, что в это время будет мало людей, потому что театр находится прямо в городе. Ну и так поехали. Как только начали развеиваться предрассветные сумерки, мы уже стояли лицом к высоченной стене. Ну и что теперь? Вопрос повис в воздухе. Мы обошли его со всех сторон. Это кажется практически нереальным. «Я попробую залезть», — сказал Лео. «Не зря же я скалолазанием занимаюсь уже несколько лет. Подсадите меня только». Мы помогли ему подняться на стену и услышали разочарованное: «Вообще, с вашей стороны стена еще не очень высокая, а вот здесь на пару метров повыше будет». И опять у нас затык. Что дальше делать? Давайте я все-таки попробую спуститься. Тут дерево есть, если что, с его помощью смогу подняться. Лео не собирался сдаваться просто так. Дерево оказалось молодым деревцем, не слишком надежным и жутко раскачивающимся из стороны в сторону, пока он лез, но все-таки выдержавшим вес нашего героя. Оказавшись внизу, Лео занялся двумя вопросами. Нужно было убедиться, что в театр вообще можно попасть, а также постараться найти наиболее легкий путь для нас. Ведь для бедного деревца Вадим весил чуть больше допустимого, а у меня не было особых навыков перелезания высоких стен. «Я смотрю территорию», – шепотом сказал нам Лео по телефону. «Иногда очень сложно найти вход снаружи, зато вот изнутри бывает гораздо понятнее». И это как раз был такой случай. Пройдя вдоль стены, наш друг нашел место, через которое попасть внутрь было гораздо удобнее, и сориентировал нас, как нужно действовать. И вот высокая стена уже осталась за плечами. Как вдруг: «Ну, тут еще одна стена есть, но чуть пониже», – пожал плечами Лео. Как это удобно ходить по таким местам с ребятами сильнее и ловчее тебя, скажу я вам. Ни одна стена не страшна, и даже две подряд. Вообще, проход к театру напоминал собой полосу препятствий, потому что, хорошо, две стены уже понятно, но дальше последовал тоннель из кустов и перелезание через свалку, строительную, хоть на этом спасибо, и ставка на удачу, что во всем этом мероприятии никто из соседей тебя не увидит и не услышит. Ах да, теперь надо спуститься по и палкам в сам театр. Но это ничего, ведь мы уже почти у цели. Часть стены театра обвалилась, и этот обвал еще никто не заделал. Он вел прямиком в зал, но, к сожалению, находился довольно высоко от пола. Зато изнутри к этой дыре были приставлены хлипкие железные лестницы, недостаток высоты которых компенсировал подвешенный сверху канат.
При желании пробраться было можно. Удивительное впечатление было от всего происходящего. Как будто ты герой компьютерной игры, и тебе нужно пройти уровень в одну единственную попытку, без подготовки. Сохранения нет, ты или выиграл, или проиграл. Невиртуальная реальность была сегодня на нашей стороне. И вот, уставшие, но довольные, мы достигли цели благодаря поддержке друг друга. Можно было выдохнуть и начать снимать это потрясающее место, в которое вчера вечером мы даже и не надеялись особо попасть. Старая крыша театра полностью обвалилась. Мы ходили по куче, сформированной из ее обломков. Город, взявшийся за сохранение театра, защитил его от дождей сверху новенькими железными листами, прогибающимися даже от небольшого ветра и создающими постоянный шум внутри здания. Из-за этого нам все время казалось, что здесь кроме нас кто-то есть. Театр действительно был прекрасен. Настолько прекрасен, что мы ни секунды не пожалели, что ввязались во все это. Здесь не было практически никакого вандализма, только естественные процессы, разрушающие это величественное здание. Зрительские ложи постепенно и грациозно падали на прогнивший деревянный пол. Часть декоративных элементов, украшающих зал и сцену, уже давно канула в лету, оставив после себя лишь небольшой след, свободный от облупившейся розовой краски. Мы спустились со сцены через заваленный обломками проход под ней, где когда-то специально поставленный здесь человек подсказывал запамятовавшим актерам их позабытые реплики. Деревянный пол под ложей также оказался полосой препятствий. Многие доски прогнили и уже упали, некоторые очень неприятно прогибались, стоило поставить на них ногу. Это мероприятие напоминало лабиринт из детской книжки, где нарисованному персонажу нужно было выбрать правильную дорогу из переплетенных между собой линий, которая довела бы его до цели. Только в книжке ты мог схитрить, начав сразу от обратного. Здесь же приходилось проверять достоверность выбранного пути на собственной шкуре. Благополучно преодолев и это, мы оказались в основной части здания, где находился главный вход, касса, лестница с этажа на этаж и сами этажи, представляющие собой пустые вытянутые помещения-переходы. То и дело в разных уголках нам попадались скрытые помещения, заставленные хозяйственным инвентарем и запасными рядами сидений. Простые коридоры в некоторых местах были перетянуты железными стяжками, препятствующими их обрушению. Здание действительно находилось в не лучшем состоянии и представляло собой опасность. Потолок кое-где обвалился, кое-где его также подкрепили. В этой части театра все-таки присутствовали нотки вандализма. Белые стены помещений были покрыты уродливыми рисунками из газовых баллончиков. Валялся мелкий мусор типа пачек от конфет, но, к счастью, на этом фантазия у местных пакостников иссякла. Мы поднялись до разрушающейся зрительской ложи, откуда вид на сцену был самым впечатляющим. Ходить здесь было также небезопасно, и мы ограничились лишь осмотром верхнего ряда сидений.
Сиденья были деревянными, помещенными на железную основу. Какие-то из них также прогнили, какие-то выглядели так, словно готовы были продержаться еще одно столетие. Их покрывал толстый слой пыли. Мы продолжили осматривать этажи, но помещения в основном были пусты. Иногда по углам встречались умывальники, иногда оставленные обломки мебели или доски. Проход в некоторые части был заколочен и для убедительности обмотан красно-белыми предупредительными лентами. И мы не возражали. Как раз там случились обвалы этажей. Было видно, насколько сильно в свое время театр пострадал от заливающей его дождевой воды. Зато сейчас здесь было сухо. Новая, сконструированная наскоро крыша выполняла свои функции. Интересно, продолжит ли еще однажды восстановление этого места? Идем на последний этаж. Еще какой-то промежуточный есть, но это, наверное, опять выход в ложу. Последний этаж под крышей был самым шатким. Он представлял собой кусок пола над ложей и огромную дыру по всему остальному пространству над сценой. Обвалы в полу уводили в темноту нижних этажей, а передвижение по оставшемуся куску сопровождалось его вибрациями и выбросами адреналина в кровь. Как тебе этот вид отсюда? Завораживающе. Особенно, когда все двигается по ногам. Огромная дыра в несколько этажей, ничем не огороженная и открывающая отличный обзор на всю сцену, пугала и манила подойти ближе. Этаж выдержал нас, а мы сумели сделать красивые снимки и благополучно ретироваться в более безопасное пространство у лестницы. Пора было спускаться вниз. Напоследок мы еще заглянули к находящемуся на первом этаже главному входу и кассам, пустым, покрытым слезающей краской. Тут же мы заглянули и в несколько подсобок, и, решив, что уже все увидели, поспешили на выход.
Дорога назад была той же самой, по которой мы и пришли. Только теперь мы знали, как надо действовать и куда ставить ногу. Сделали это как профессионалы. Вот это приключение у нас вышло. Мы ударили по рукам, как только спрыгнули с последней стены. Что ж, едем дальше, за новыми. Смотрите, кто спит тут на сиденье, водитель. Сейчас давай я просну, разбужу ее. Кира. Очень маленький. Это было очень веселое приключение. И хорошо, что мы все-таки туда решили пойти. Театр заброшен уже давно. Он сильно разрушился и находится там опасно. Поэтому его закрыли со всех сторон, чтобы никто не убился. Мы пошли на свой страх и риск. Сейчас мы вам расскажем его историю и ответим на вопрос, почему такое красивое здание оказалось никому не нужен. Последние аплодисменты, как и первые, которые запоминаются на всю жизнь. Жизнь, ранее бурлившую настолько, что пришлось проводить реставрацию и установить дополнительные ряды сидений, чтобы вместить всех желающих провести здесь вечер. Ровно 100 лет ты блистал, собирая у себя талантливых и богатых гостей, красиво одетых, надушенных, воодушевленных. Ты впитывал стенами их смех и слезы, случайно долетающие сплетни и признания в любви, цоканье каблуков и оглушительные овации. Ты прожил хорошую жизнь, ты был красив и популярен. И даже сейчас ты встречаешь свой закат с гордо поднятой головой. Прекрасный театр в итальянской глубинке был построен в середине XIX века талантливым архитектором и писателем, выросшим в этом же городе и ради учебы объездившим половину Европы и даже Азии. Ему было что поведать миру, и его знания и впечатления слились воедино при работе над этим проектом, представляющим собой классический подковообразный зал, но настолько элегантно выполненный и наполненный декоративными и символическими элементами, что даже сейчас, будучи в руинах из-за неправильного использования, его приравняли к культурному достоянию города и на каждом городском собрании обсуждают пути дальнейшего восстановления и использования. Полностью деревянный, с большой сценой и оркестровой ямой, с 3 ярусами лож и верхней галереей для менее обеспеченных гостей, с расписанной золотом гипсовой лепниной на изящных балкончиках и арках. Десятилетиями здесь проводились самые лучшие представления, романтические драмы и комедии, оперы и оперетты, музыкальные концерты, организовывались городские и региональные конференции. 2 раза театры реставрировали, добавляя все больше и больше новых мест. Изначально 3-ярусные ложи могли вмещать около 350 зрителей. После же последней реставрации, предусматривавшей оборудование верхней галереи, их число возросло до 400. В 1950-х жизнь в нем начала постепенно угасать. В городе построили новые театры, более современные и вместительные, и все представления переносили в них. Организация, владевшая зданием, решила умыть руки и передать его в дар городскому муниципалитету. С тех пор, можно сказать, театр оказался заброшен, потому что город тоже не смог найти ему применение и просто закрыл на замок. Спустя несколько лет, в 70-х годах, из-за сильного снегопада обвалилась часть крыши. Но никто тогда не спохватился, и здание начало разрушаться все сильнее и сильнее. Последний, самый разрушительный обвал случился пару лет назад, когда крыша рухнула полностью. И только в этот момент, спустя более 60 лет заброшенности, с театром наконец-то решили что-то делать. Конечно, о том, чтобы полностью восстановить здание, город даже не думал об этом. Просто установка новой крыши из самых дешевых материалов стоила очень дорого. Поэтому появилась идея просто укрепить руины и их сделать доступными для туристов. Ну, как вы понимаете, пока это только идея. Даже сейчас, после проведения некоторых работ, здание представляет собой опасность. Доведут ли дело до конца и представят театр в новом свете? Вопрос до сих пор открыт. Но хочется верить, что его красоту и величие получается спасти. И спасибо за просмотр этого видео. Поставьте ему лайк, если оно вам понравилось. Это помогает продвижению канала. Подписывайтесь, если вы еще не с нами, и увидимся в следующих видео. Пока!